Всем привет! Сегодня я приготовлю два сэндвича. Первый будет очень простым, а второй наоборот, очень сложным. Посмотрим, насколько сложный сэндвич окажется вкуснее и есть ли вообще смысл запариваться. Поехали! Такую рекламу мы пропустим сами. Дальше лишь факты, проверенные 6 миллионами наших пользователей. Кэшбэк – это способ вернуть часть ваших денег за покупки. В среднем за год наш пользователь возвращает 7000 рублей, покупая онлайн раз в месяц. Мало фактов? Больше на letyshops.com. И начинаем готовить с куриных грудок. Сразу скажу, их мы будем коптить. Для этого на одну из половин гриля полукругом засыпаем уголь. И с помощью какой-нибудь таблетки для розжига все это поджигаем. Как только таблетка догорит, а угли займутся, берем вот такую щепу. Это просто заранее замоченные опилки фруктовых деревьев. Высыпаем их сверху на угли. Именно эти опилки и дают дым. Далее на вторую половину гриля без никакой обработки выкладываем 2 куриных филе. Главное, чтобы под ними не было прямого жара углей. Закрываем крышку гриля, ставим минимальный поддув и оставляем все это внимание на 6 часов. Периодически можно будет подкидывать щепу. А пока сделаем барбекю соус. Внимание, совет на миллион. Соус просто суперский, но в то же время запарный. Поэтому если будете делать, то делайте сразу побольше. Тут совет на миллион заканчивается и начинаем готовить соус. Пропорции такие: 200 грамм сахара, 200 грамм кетчупа, 4 столовых ложки вустерского соуса, немного табаско, 2 чайных ложки горчицы, 200 мл яблочного сока, 100 мл виски. Дорогущие виски использовать нет никакого смысла, берите средний ценовой диапазон. И самое последнее, что пойдет в соус, это сок целых 2 апельсин. Все это хорошо перемешиваем и ставим на средний огонь. Упариваем соус минут 15, периодически его помешивая. По объему он уменьшится раза в 3. И чисто ради удобства я все это перелил в удобную бутылочку. Следом сделаем второй соус, горчичный. В первую очередь из куриных яиц нужно добыть 3 желтка. Присыпаем их небольшим количеством перца и соли. Дальше нам нужно сладкое белое вино, буквально 10-15 мл. И лимон. Чтобы из него лучше выходил сок, его нужно заранее покатать. Затем отрезаем от лимона треть и выдавливаем к желткам. Все, что у нас получилось, перемешиваем и ставим на водяную баню. Кстати, заранее нужно растопить 25 грамм масла. Как только желтки со всем остальным начнут пениться, вливаем тонкой струей масла и перемешиваем. На этом моменте масса должна хорошо загустеть. В конце берем горчицу и добавляем 1,5 столовых ложки. В последний раз все это перемешиваем и все, соус готов. Возвращаемся к курице. Вот так выглядят грудки через 6 часов копчения. И для того, чтобы задать им хорошую корку, смажем нашим барбекю соусом. Еще полчаса и все, супер глянцевая корка готова. Теперь каждую из этих грудок нужно очень мелко нарезать. Курицу мы заранее не мариновали и специи не добавляли, поэтому сейчас она просто пресная, разве что с запахом дымка. Поэтому всю нарезанную курицу пересыпаем в одну миску и заливаем большим количеством нашего барбекю соуса. Все это перемешиваем и получаем просто очень вкусную рубленную курицу. Теперь займемся остальным мясом. Первый — это свиная шея, его мы нарезаем или хотя бы пытаемся нарезать на тонкие полоски. А второй кусок мяса — это говяжья лопатка. С ней делаем все то же самое. Кстати, я не нашел, но идеальнее всего взять говяжью вырезку. Все нарезанные куски мы солим, перчим и поливаем оливковым маслом. Перекладываем все мясо на гриль и обжариваем его с 2 сторон. Буквально через 3 минуты свинина полностью готова, а вот говядину держим подольше. Еще буквально 2 минуты. Все, основная начинка уже готова. Нам остается нарезать помидор. Ну и взять вот такой тостерный хлеб. Его нам нужно подсушить на гриле буквально по 20 секунд с каждой стороны. Вот теперь можно, что можно? Правильно, собирать сэндвич. Для начала берем тост, поверх него кладем лист салата и выкладываем нашу рубленную курицу. Хорошо поливаем курицу барбекю соусом, выкладываем пару ломтиков помидора и накрываем все это вторым тостом. Смазываем тост горчичным соусом и дальше идет говядина. А сверху на нее 2 пластинки сыра и лист салата. Поливаем барбекю соусом и выкладываем пласты свинины. 2 куска сыра, горчичный соус и накрываем все это 3-м тостом. Все, сложный сэндвич на этом готов. Переходим к простому.
Точно так же обжариваем пару тостов и все, больше ничего готовить не нужно. Открываем уже магазинную колбасу, ветчину или вообще любое готовое мясо и начинаем собирать сэндвич. Смазываем первый тост кетчупом, затем выкладываем первый вид мяса, кусок сыра, второй вид мяса, еще кусок сыра, кетчуп и второй тост. Все, вдумайтесь, на приготовление этого сэндвича мы потратили не больше 1 минуты. К слову, на сложное ушло 7 часов. 7 часов, Карл! То есть вместо одного сложного можно было приготовить 420 простых. В общем, по времени эти сэндвичи просто несопоставимы. Но если сравнивать вкус, то конечно. Это гастрономическое удовольствие во плоти. А это просто обычный бутер. Я уверен, 99% людей не будет готовить насколько сложный сэндвич. Но тому 1%, который запарится и приготовит, я обещаю. Вкуснее сэндвича в жизни вы просто не ели. На этом видео можно было уже закончить, но я создал свой инстаграм. Туда я буду выкладывать все фейлы, например, вот такие. Всякие анонсы, в общем, все веселое, что будет происходить и не попадет сюда, будет там. Думаю, на этом можно заканчивать. Если видео понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!